Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторая часть видео про организацию естественной вентиляции в гараже. В первой части я делал вытяжку, а сегодня покажу, как сделаю приточку. Видео будет небольшое, здесь в принципе ничего сложного нету. Единственное, что здесь теоретическая часть будет продолжительная. Как вы помните, я вам в первой части сказал, что по нормативам для вытяжного отверстия должно быть примерно соотношение 100 квадратных сантиметров на 10 квадратных метров гаража, ну или помещения любого другого. У меня, как я уже говорил, немножко меньше, мне должно было получаться в районе 200 квадратных сантиметров, а труба вот 110 стандартная, это примерно 95 квадратных сантиметров. Но я в будущем, может, сделаю еще вторую рядом, напротив, только не на въезде в гараж, да, а на другой стороне. Так вот, для того, чтобы была естественная вентиляция достаточная и хорошая, приточное отверстие должно быть по нормативам не менее в 3 раза больше, чем вытяжное. Ну, вы помните, да, у меня, когда я показывал в концовке, как летела пленочка с открытой дверью, то есть чем выше отверстие, тем лучше вентиляция. Соответственно, вот в данном случае моем мне нужно было отверстие не меньше, чем 300 квадратных сантиметров. Но при этом отверстие, я хочу вам акцентировать это внимание, это сечение ничем не экранировано, то есть это просто отверстие. А если вы делаете решетку, вот как я, да, решил сделать решетку покупную, не самодельную, а покупную, с воздухозаборниками, так скажем, направленными вниз, да, с сеточкой, вот нашел вот такую решеточку 300 на 300, то это, естественно, нужно считать ее сечение. Это считаем площадь каждого этого отверстия, то есть длина на ширину, ну то есть получается проекция, да, вот такого небольшого прямоугольничка. И умножаем их на количество. То есть вот эта вот решетка у меня 300 на 300, но соответственно это не 900 квадратных сантиметров, как вы можете понимать, а только за счет вот этих вот сечений где-то в районе 200 с чем-то квадратных сантиметров. То есть даже в принципе у меня по нормативам не дотягивает даже до отверстия выходного. То есть получается в 2 там с копейками раза больше, а не в 3. Но я не нашел больше, покупного не нашел вот такого плана. Может быть, есть, конечно, больше, большие, там, прямоугольные сетки. Я не нашел, честно говоря, такую, чтобы она еще смотрелась более-менее красиво. Если вы там делаете сами, либо вы находите, то можете поставить другую. Главное соблюдать вот эти пропорции. То есть вот пока я буду сделать так. Может быть, потом в будущем я поменяю. То есть вот купил я такую решеточку с, по-моему, это нержавейка. Да, это нержавеющая сталь, не цинковка, нержавейка, как раз хорошо, что будет наружу. Что нам сейчас нужно будет сделать? Мы отмерим расстояние от земли. Но это минимально должно быть 20 сантиметров, чтобы всякий мусор не попадал. Снег, если много насыпется, если вы часто в гараж ходите, вы, наверное, чистите. Ну, а выше не имеет, ухудшается свойство. Отмеряем вот по внутренней части отверстия, то есть намечаем, вырезаем отверстие. Вот где-то я, наверное, вот так вот планирую это сделать. Ну и потом крепим. Я накреплю на заклепках, у меня тоже есть нержавеющие заклепки, как раз они подойдут к этому. Вы можете хоть на болтиках, хоть даже приваривать, это ваше дело. То есть, может, вы сами вообще решетку сварите и сделаете совсем другое крепление. То есть, главное здесь, как еще раз сказал, пропорция. В общем, сейчас будем намечать, вырезать и, соответственно, монтировать. Вот я вырезал отверстие. Металл. Сколько здесь? 2, наверное. 2,5. Вот так буду монтировать. Сейчас прикину, высверлю отверстие
и смонтирую. Ну вот, как у меня получилось. Вот я закрепил на заклепочках нержавеющих, а сама нержавейка вот в таком виде это получается. Ну вот так это выглядит с этой стороны. Вышли заклепочки. Потом я буду утеплять дверь гаража пеноплексом. Я в этом месте вырежу кусок пеноплекса, и у меня будет задвижка. То есть, когда ухожу с гаража, открыл, нормально он проветривается, а когда, например, пришел в гараж и холодно, зимой, например, сильно дует, сквозняк большой, раз закрыл и комфортно работать. Вот как и в первом видео хочу показать, как тянет, да, вот дверь закрыта, вот наше приточное отверстие, которое сделали. Вот. Может, даже слышно, как идет, да, звук. Вот такую же пленочку взял, сейчас отпущу. Аж даже улетела. Улетела быстро, ну даже слышно. Вот руку представляешь, прямо дует. Ну, в принципе, все, что я хотел вам вот сегодня рассказать. Видели вы, как работает с уже организованным приточным отверстием, даже, скажем так, не по нормативу, по сечению. Ну, не забываем, конечно, как я еще буду делать, вот эти вот все щели, где у вас есть, заделывать там пеной, каким-нибудь другим материалом, тогда, чтобы вытяжка работала более продуктивно. Всем спасибо за внимание, за то, что посмотрели. Пишите, что, может, какой-то вопрос возник. Всегда помогу. Всем пока.